Давным-давно, когда цивилизации только начинали формироваться, мир был разительно другим. Представьте себе момент, когда Земля, спокойная и невозмутимая, внезапно встретилась с небесным пришельцем, метеоритом, величиной с небольшой холм. Этот массивный осколок космоса, пролетев миллионы миль, обрушился на сельскую местность, порождая катастрофу невиданной силы. Местный пейзаж изменился до неузнаваемости в считанные секунды. Грохот, наполнявший воздух, был таким оглушительным, что его слышали за многие мили, а ударная волна ощущалась на сотни миль вокруг. Метеорит, обрушившись на землю, мгновенно завалил собой целую деревню, погребая под толщей камня и обломков ее жителей, их дома и даже их историю. Вековая пыль, поднявшаяся в небо, затмила солнце, создавая атмосферу, в которой природа застыла, словно остановив время. Этот катаклизм создал своеобразный каменный кокон, изолировавший деревню от внешнего мира. Со временем слои почвы и растительности скрыли следы катастрофы, превратив место в почти забытый уголок. На протяжении 2000 летий это место оставалось невидимым для цивилизации. Казалось, что история о том, что произошло, была потеряна навсегда. Но недавние археологические раскопки вернули миру тайну, которая жила под этим слоем камня. Ученые, наткнувшиеся на следы этой древней катастрофы, не могли поверить своим глазам. Под каменной оболочкой сохранились не только остатки деревни, но и, как оказалось вскоре, ее жители, чья жизнь продолжалась в той самой форме, в которой она замерла тысячи лет назад. Погребенная под толщей камней, деревня словно застыла во времени, оставаясь в плену доисторической эпохи. Люди, пережившие катаклизм, продолжили свою жизнь, не ведая о стремительно меняющемся мире вокруг. Их день начинался с восходом солнца, когда они выходили из своих простых жилищ, построенных из камня и глины. Леса вокруг деревни обеспечивали их всем необходимым. Охотники отправлялись в лес, вооруженные копьями и каменными топорами, рассчитывая на удачу в выборе добычи. Женщины занимались сбором ягод, грибов и кореньев, сохраняя древние традиции своей цивилизации. В центре деревни находился большой общий очаг. Это место было не только источником тепла и света, но и символом сплоченности общины. Каждый вечер здесь собирались все жители, чтобы разделить добытую пищу и рассказать истории, передаваемые из поколения в поколение. Эти рассказы — их единственная связь с предками, сохранившими память о мире до катастрофы. Любопытно, что в этой деревне существовала строгая иерархия, во главе которой стоял старейшина, наделенный знаниями и опытом. Его слово было законом, и все решения принимались с его участием. Жизнь в этой изолированной цивилизации текла размеренно, но они оставались живым свидетельством прошлого. Время для них словно остановилось, ведь они не знали ни о прогрессе, ни о новых открытиях за пределами каменной ловушки. Однако, несмотря на изоляцию, в глазах этих людей горит искра жизни. Их уникальные традиции и уклад вызывали и вызывают интерес археологов, стремящихся понять, как они смогли сохранить свое наследие в неизменном виде. Но история этих людей еще не окончена. Впереди у нас есть возможность заглянуть в таинственные символы, которые могли быть ключом к пониманию их древней культуры. Жители этой древней деревни, словно пленники времени, не подозревают о сложных технологиях и достижениях современного мира. Их жизнь протекает как в доисторические времена, и это удивительное явление, которого не задокументировали в истории ни разу. Каждый день для этих людей начинается и заканчивается в кольце простых, но необходимых ритуалов. Хотя их повседневная жизнь полна трудностей, они умудряются сохранять удивительное равновесие и гармонию с природой. Характерным элементом их быта являются скромные хижины, построенные из камня и глины, которые они продолжают возводить по традиционным методам своих предков. Эти строения не уступают по прочности современным зданиям, и это вызывает восхищение у ученых. Одежда жителей сделана из шкур животных, добытых на охоте, а не хитрые украшения, выполненные из костей и раковин. Каждый предмет имеет свою историю и значение, которое передается через поколения. Отсутствие современных инструментов не мешает им заниматься сельским хозяйством. Они возделывают небольшие участки, где выращивают злаки и овощи, используя примитивные, но эффективные методы. Их урожайность, пусть и небольшая, позволяет им поддерживать существование и даже обмениваться продуктами с соседними деревнями, связь с которыми до сих пор остается загадкой. Однако самое удивительное — это их язык и письменность. Они сохранили древний язык, который считается давно исчезнувшим для современного мира. Древние символы, вырезанные на каменных плитах, продолжают существовать, оставляя ученым шанс расшифровать и понять их значимость. Эти символы, возможно, хранят информацию, которая может кардинально изменить наше понимание прошлого. Эти люди живут в замкнутом круге времени, оставаясь частью давно ушедшей эпохи.
Их традиции и быт вызывают нескончаемый интерес и желание понять, как они смогли сохранить свою культуру в неизменном виде на протяжении тысячелетий. Теперь, когда тайна древних символов открылась, ученые стремятся расшифровать послания предков, чтобы заглянуть еще глубже в прошлое. В песчаных и каменистых окрестностях деревни, скрытые под метеоритным слоем, археологи обнаружили нечто необычное — вырезанные в камне символы. Эти загадочные знаки, найденные на массивных плитах вокруг деревни, поразили ученых. Что означают эти символы? Являются ли они ключом к пониманию древней культуры? Их точное происхождение остается тайной, но ясно одно — они несут в себе послания, важные для жителей тех времен. Каждая плита, покрытая символами, рассказывает историю. Некоторые из них почти стерлись временем, но уникальные узоры и формы все еще видны. В этих символах, возможно, скрывается информация о ритуалах, законах и даже мифах, которые были полны значимости для этой цивилизации. Старейшины деревни, вероятно, использовали их для передачи важных знаний и традиций подрастающему поколению. Интересно, что некоторые из символов напоминают изображения животных и природных явлений. Возможно, они символизируют элементы их окружающего мира, что подтверждает тесную связь людей с природой. Древняя мудрость и вера в гармонию с миром вокруг — это то, что заключено в каменных посланиях. Также замечены изображения, которые могут трактоваться как сцены охоты или важные события. Эти знаки свидетельствуют о жизни и быте людей, о том, что они считали значимым. Археологи предполагают, что эти символы могли служить не только декоративной функцией, но и выполнять роль древней письменности, фиксируя важные моменты жизни. Расшифровка этих символов может пролить свет на многие аспекты жизни этой древней общины. Они как дневник, оставленный предками для потомков, который может, наконец, найти своего читателя и рассказать историю, скрытую веками. Но пока исследователи ломают голову над значением этих загадочных знаков, следующее открытие обещает привести их еще ближе к истине о жизни и культуре людей, замерших в плену времени. Углубляясь в тайны древней деревни, археологи сделали невероятное открытие, способное перевернуть наше представление о прошлом. Среди артефактов, скрытых в каменном лабиринте, обнаружилось нечто совершенно уникальное — письмо от предков. Эту находку, свернутую в берестяный свиток и спрятанную в тайнике среди каменных плит, ученые рассматривают как настоящее сокровище. Открытие письма стало настоящей сенсацией. Написанное на давно забытом языке, оно предлагается как прямое свидетельство жизни людей, замерших во времени. На первый взгляд, свиток может показаться просто набором символов и знаков. Однако для тех, кто знает древние письменности, это может быть ключом к разгадке многих загадок. Первый перевод показал, что в письме содержится наставление и предостережение для будущих поколений. Оно передает знания о том, как выживать в этом мире, рассказывает о традициях и обычаях, а также об огромной роли природы в их жизни. Особое внимание исследователей привлекли фразы, описывающие явления, связанные с окружающей средой и ее закономерностями. Письмо также упоминает о важных событиях, которые могли произойти незадолго до падения метеорита. Возможно, это предупреждение о грядущей катастрофе или просто описание жизненного уклада, подкрепленное историями предков. Интрига, создавшаяся вокруг письма, заставляет ученых работать день и ночь, пытаясь раскрыть все его тайны. Для ученых это письмо не просто артефакт. Это возможность вступить в диалог с предками, понять их мысли и стремления. Пока исследователи работают над расшифровкой других частей текста, будущее обещает новые, захватывающие открытия, которые смогут пролить свет на жизнь людей, оставшихся в плену времени. На протяжении веков они, возможно, оставляли подобные послания, скрытые в недрах Земли. Каждая из них — шаг к пониманию того, как древняя цивилизация смогла сохранить свое наследие так долго. В этой древней деревне, затерянной под метеоритным одеялом, словно застыли в времени величественные строения, которые до сих пор сохранили в себе дух ушедшей эпохи. Эти дома, выстроенные из грубого камня и глины, удивительно прочны и долговечны. Они будто никогда не знали разрушительной силы времени. Что заставляет ученых поражаться, так это изящество и мастерство, с которым построены эти жилища. Каждый камень был тщательно обработан и уложен так, чтобы создать максимальную устойчивость и комфорт. Технологии строительства, использованные при их возведении, до сих пор остаются загадкой. Архитектура этих домов полна символизма. Вы можете заметить, что большинство строений построены вокруг центра деревни, где находился общий очаг, что указывает на важность общинной жизни. Внутренние помещения невероятно удобны, несмотря на свою простоту.
В домах размещены ниши и полки, выдолбленные прямо в стенах, которые служат для хранения различных предметов быта. Это показывает, что жители умели эффективно использовать ограниченное пространство. Однако не только функциональность привлекает внимание. Каждый дом украшен орнаментами и изображениями, которые говорят о культурных ценностях и мировосприятии этой древней цивилизации. Многие из этих украшений имеют ритуальное значение и свидетельствуют о глубоких верованиях и традициях, которые сохранялись на протяжении веков. Невозможно не упомянуть о том, как эти дома были построены с учетом природных условий. Они надежно защищены от ветра и холода и обеспечивают оптимальное использование солнечного света для обогрева. Мудрость, с которой древние строители подходили к строительству, поистине удивительна и может служить вдохновением для современных архитекторов. Раскрытие секретов этих домов может значительно обогатить наше понимание архитектурных решений, применяемых в древности. Интерес к их уникальным строительным техникам побуждает исследователей придумывать новые методы изучения и сохранения архитектурного наследия. В то время как мы погружаемся в эти неиссякаемые источники знаний и удивительных открытий, мы готовимся открыть совершенно новый взгляд на идеи и технологии, которые когда-то формировали будущее этих людей. В самой глубине этой древней деревни, под слоем пыли веков, археологи столкнулись с уцелевшими традициями и обычаями, которые существуют так, словно время здесь остановилось. Каждый жест, каждая улыбка этих людей — свидетельство культуры, которую они сохранили с удивительной точностью. Их жизнь, как и тысячи лет назад, подчинена циклам природы. Они продолжают отмечать праздники, связанные с посевами и урожаем, важные события, которые несут в себе глубокие ритуальные значения. Эти праздники, сопровождаемые танцами и песнями, передают важнейшие аспекты их культурного наследия. Особо важное место в их обществе отведено ремеслам. Навыки, отточенные веками, используются для создания простых, но изящных предметов обихода. Они продолжают ткать ткани из природных материалов, используя методы, которые современный мир мог бы назвать примитивными, но на деле они демонстрируют высочайший уровень мастерства. Ткани, крашенные природными красителями и украшенные узорами, хранят в себе историю их народа. Эти узоры не просто декоративные, они несут в себе символику, которую трудно понять современному человеку. Однако настоящей сенсацией стало обнаружение музыкальных инструментов, вырезанных из дерева и украшенных резьбой. Они свидетельствуют о том, что музыка играла важную роль в жизни этих людей, сопровождая ритуалы и праздники. Также стоит отметить внимание, которое уделяется воспитанию и передаче знаний. Каждый ребенок здесь учится с ранних лет понимать и уважать природу. Старшие поколения охотно делятся с молодыми секретами охоты, собирательства и ритуалов, чтобы сохранить культурное наследие. Это обучение проходит устно, поскольку письменность в этой деревне ограничена только ритуальными и важными событиями, зафиксированными символами на камнях. Путешествие в эту деревню становится невероятным опытом, позволяющим понять, что некоторые традиции могут пережить века. Они остаются неизменными на фоне меняющегося мира. Интересно, как долго смогут эти люди сохранять свою самобытность и уникальность в стремительно меняющемся мире. Их культура и обычаи — это откровение, которое может изменить наше восприятие времени и традиций. Археологи, уже привыкшие к удивительным открытиям в этой древней деревне, обнаружили нечто поистине невероятное. В одной из недавно раскопанных пещер, скрытых под толщиной камня, они наткнулись на целый комплекс, полный артефактов, которые, казалось, оставались нетронутыми веками. Эти находки не просто сохранились, они стали настоящей капсулой времени. Стены пещеры были покрыты изображениями, которые рассказывали истории о жизни и быте людей, давно исчезнувших из реальности. Эти сцены оживали в резком свете фонарей, показывая сцены охоты, празднования и даже быта. Одним из самых поразительных открытий стал огромный каменный монумент, стоящий в центре пещеры. Он не только поражал своим размером, но и деталями, выгравированными на его поверхности. Ученые предполагают, что он мог служить алтарем или местом для религиозных обрядов, что говорит о сложной духовной жизни этих людей. Этот монумент стал ключом к пониманию их верований и мировоззрения. Наряду с этим исследователи нашли инструменты и оружие, выполненные с высоким уровнем мастерства. Каменные топоры, наконечники стрел и другие предметы свидетельствуют о развитой культуре охоты и собирательства. Каждая деталь была тщательно продумана и изготовлена из местных материалов, что демонстрирует их глубокие знания о ресурсах. Особое внимание привлекли найденные коллекции украшений и амулетов, выполненные из костей и камней. Это свидетельствует о развитых ремеслах и высоких эстетических стандартах. Эти украшения сохранили не только свою красоту, но и огромное культурное значение для жителей деревни. Эти удивительные открытия
открытия позволяют ученым понять глубину и размах жизни в этом изолированном мире. Они показывают, что даже в условиях изоляции люди находили способы развивать свою культуру и технологии. Пока археологи продолжают работать над раскрытием всех тайн этой удивительной пещеры, открытие обещает стать величайшим археологическим событием нашего времени. Когда мы изучаем этих удивительных людей, которые словно застряли во времени, вопрос будущего становится особенно актуальным. Что может ожидать жителей этой древней деревни, остающихся частью давно ушедшего мира? Сохранение их уникального образа жизни вызывает множество вопросов. Смогут ли они и дальше поддерживать свою самобытность и традиции в мире, который продолжает стремительно развиваться? Археологи, открывшие деревню, понимают, что это открытие может иметь глубокие последствия как для ее жителей, так и для научного сообщества. Научные исследования продолжаются, но важно найти баланс между изучением и сохранением их культуры. Влияние извне может нарушить зыбкое равновесие, сложившееся за века. Каждое вмешательство должно быть крайне осторожным и обдуманным, чтобы не разрушить то, что оставалось нетронутым столетиями. Возможно, ознакомление с достижениями современной цивилизации могло бы улучшить их жизнь, но стоит ли это делать, если это может привести к утрате уникальной культуры? Этот сложный вопрос требует деликатного подхода. Ученым предстоит проделать огромную работу, чтобы помочь жителям адаптироваться к новым условиям, если они этого пожелают. Тем не менее, несмотря на все сложности, будущее этих людей может стать примером того, как древние традиции и познания могут сосуществовать с современными технологиями. Это уникальный шанс не только сохранить наследие прошлого, но и обогатить его новыми знаниями и открытиями. Пока ученые разрабатывают план, который поможет жителям сохранить их самобытность, мы становимся свидетелями настоящего чуда. Столкновения прошлого и настоящего, которое обещает удивить весь мир.